Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямой эфир. Юлия Латынина на связи прямо сейчас. Юлия, приветствую вас. Здравствуйте. Ох, Юлия, вы, конечно, шуму наделали своими постами. Ой, поговорим, обсудим и про оппозицию, и про мобилизацию в России. Это все, конечно, очень ярко и интересно зашло, отклики имеет. Но, конечно, топ-тема нашего... Какими именно? Я постоянно что-то... Я же эти посты для меня как такой конспект к коду доступа, чтобы не забыть. После 15-й книги, да, конечно, пост кажется нечто таким, нечто таким, знаете, очень и очень точечным, вот таким вот образом. Будем обсуждать, конечно, и отвечать на ваши вопросы. Уважаемые зрители, спасибо, что их оставляете. В сообществе YouTube есть анонс нашей встречи, в клубе зрителей анонс встречи, и там можете, так сказать, заблаговременно написать вопрос онлайн в режиме интерактива в самом-самом финале, досмотрите до конца. Ну и проголосуйте в нашем опросе сегодняшнем. Конечно, все крутится вокруг сегодняшней встречи Трампа и Зеленского, обстоятельств этой встречи, визита, понятно, в Британию, ну и нависшей угрозой. Вчера еще обещали некоторые киевляне, ну вот что-то такое массированное и большое. Обстрелы, конечно, были, но вот какой-то вот такой решающий удар. Корейские ракеты, иранские ракеты, путинские Искандеры, в общем, баллистика, цирконы. А Зеленский где? Зеленский, видите, вот договаривается про ПВО, и кажется, что нечто эпохальное происходит, потому что, ну, в общем, американцы дают сигналы, что пора заканчивать войну на, скажем так, слушаниях ООН. Из России дают сигналы, что, как бы, ну, давайте заканчивать, только на наших условиях. И, в общем, к чему мы придем? Опрос сегодняшнего эфира такой. Может ли Трамп закончить войну в Украине? Варианты ответов. Да, но не пришел еще момент. Второй вариант. Да, может, но не хочет. Третий вариант. Нет, пока есть один из Владимиров. Ну, то есть при Зеленском и Путине, вот при этой, скажем так, власти в России и в Украине это невозможно сделать. А вот как кого-то не будет у руля государства, так тогда все и закончится. И еще один есть вариант ответа. Нет, потому что это не его война. Ну, он чужой на этой войне. Ну, то есть он ее не начинал, он вообще не понимает этой всей подноготной, есть только желание, ну, а толку с того желания, он как бы не при делах. И всячески сторонится, а когда ты отодвигаешься, то, в общем-то, ничего не получается. Вот такие 4 варианта. Хороший, скажем так, вариант поразмыслить «да-да», «нет-нет» перед нашим, так сказать, вот этим эпохальным визитом Зеленского в Вашингтон. Что вы об этом думаете и получится ли у Трампа закончить войну? Нет, Трамп не может закончить войну в Украине, и Трамп не хочет закончить войну в Украине. Он действительно хотел ее закончить на условиях Америки в Анкоридже. Это не получилось, но у него получился еще более выгодный вариант. Потому что вариант, при котором эта война продолжается за счет Европы и ослабляет тем самым Европу, и за счет Украины, и ослабляет, естественно, Россию, то есть ослабляет обеих потенциальных соперников США, вот эту буферную зону, и при этом США не несет за это ответственности, это еще более козырный вариант, чем вот там попытка закончить ее на условиях Трампа. Трамп не будет и не может заканчивать эту войну, потому что эта война явилась результатом вполне сознательной политики американского правительства, в основном неоконов, начиная с 97-го, а может быть и 91-го года. И эта политика может быть охарактеризована как блестящее воплощение идей Суньцзы о том, что твой самое лучшее в войне – это, не прибегая к войне, уничтожить соперника. Вот начиная с 91-го года загоняние, благодаря тому, что СССР рассыпался сам, благодаря тому, что сделал Ельцин, добровольно разрезал страну, чтобы положить в карман ее кусочек, у США имелись потрясающие стратегические возможности, которые были связаны с тем, что можно от бывшей России отобрать свою сферу влияния
все куски этой бывшей России, кроме самой России, загнать ее в угол, и когда она из угла бросится, сказать, что тут проклятый агрессор, давайте его обсудим. А я еще раз повторяю, что это был просто, ну, с точки зрения стратегии, это был абсолютно великолепный маневр, и к 2022 году действительно было уже поздно России петь боржоми. То есть надо понять, что вот все, что происходило до 2022 года, это там блестящая стратегическая победа США по лучшим заветам Суньцзы. Соответственно, сейчас, когда эта война перешла в горячую фазу, как и предрекал Джордж Кеннон, нету никакого резона Соединенным Штатам прямого останавливать, потому что в ситуации, когда продолжение этой войны взяла на себя сама Украина, Россия и сама Европа, то единственное, что могут попросить Соединенные Штаты, нам, пожалуйста, чашечку кофе и военные заказы. Вроде бы все логично. Однако есть абсолютный вмешавшийся в вот эту в течение этой логики, река логика течет, да, вот, и вмешалась как бы рыбка Ирана в эту всю историю. Вот если бы не было Ирана, все было бы складно. А так уже даже Зеленский ругается с Ираном, бьет по Каспийскому морю по судну, Иран угрожает. Сегодня все украинские паблики то будут стрелять 3 ракетами с территории Ирана по Украине, то вроде как неофициальная информация. Но шухер достаточно громкий наделал вот этот дрон, прилетевший по Каспийскому морю. И Иран сравнивает потрясающее же сравнение Зеленского с анархистом, который, да, вот поджигает и провоцирует, в общем, подливает масло в огонь разгорающейся прям мировой войны, сравнивая с Первой мировой войной. Вот сегодняшняя встреча Трампа и Зеленского, это встреча, ну, как бы, президента сверхдержавы с таким анархистом, а он ему нужен вообще? Что вы думаете по поводу иранской карты? Потому что сейчас приходят сообщения, что на встрече обязательно поднимут этот вопрос угроз Ирана Украине. Ну, естественно, вот есть такое замечательное английское слово piggyback. Это буквально вскарабкаться наверх, как свиногрыз. Вот Зеленский хочет пиггибэкнуть американо-иранскую войну, потому что он видит, что Трамп без особого энтузиазма относится лично к Зеленскому. Хотя, еще раз повторяю, поскольку стратегическая цель Америки в этой ситуации вполне понятна, я ее только что объясняла, а там Трампу совершенно не важно лично, как ведет себя Зеленский. Более того, строго говоря, там, с Зеленским нельзя сделать, с Украиной нельзя сделать ничего хуже, чем как продолжать ее поддерживать, чтобы она стачивалась. Собственно, это и было в том числе тоже политикой Украины, Соединенных Штатов с самого начала, потому что если Россию ловили на удочку как щуку, то Украина использовалась в роли червяка на этой рыбалке. А об интересах червяка никто не думает. Так вот, соответственно, мы видим, что во всей этой истории многократно уже президент Зеленский пытался пиггибэкнуть себя во все конфликты, которые возникали. Вспомним, как после 7 октября шли украинские заявления о том, что, дескать, это Россия снабдила оружием Хамас. Они выглядели настолько испуганно, что, как бы сказать, потом мои израильские друзья говорили, значит, от чего последовали эти панические заявления, связанные с тем, что новейшее оружие, переданное Украине, обнаружилось действительно в руках хамасян, и с чего Украина так быстро взялась объяснять, что это, дескать, вот россияне нехорошие, это оружие на поле боя нашли и передали, чтобы подставить Украину. Приведу дословную цитату, которая, собственно, характеризует отношение Израиля к Украине еще с самого начала войны. Мы прекрасно понимали, с чем имеем дело, и мы с самого начала решили, что никакого нашего оружия не попадет Украине, потому что мы знаем, где оно потом окажется. Цитата закончена. Так вот, соответственно, тогда, после 7 октября, если помните, президент Зеленский тоже рвался в Израиль и даже вроде бы хотел прилететь на самолете тогдашнего госсекретаря, но ему сказали, что все-таки это немножечко не твой бенефис. Вот сейчас мы видим то же самое, потому что у Трампа действительно главная проблема Иран, и вдруг прилетает как раз по иранскому кораблю, и после этого у нас теперь оказывается Украина еще союзник
союзник Соединенных Штатов. Вот в этой могучей борьбе, как вы понимаете, ее помощь будет абсолютно бесценна. Но главное, что можно понять, в чем будет выражаться ее помощь, потому что президент Зеленский, конечно, будет говорить что-нибудь типа того, что вот теперь нам угрожает еще Иран, надо срочно закрывать наше небо от Ирана, потому что Иран – это, значит, ваш враг, и мы теперь ваш союзник. Вот вы не знали, что мы ваш союзник, как говорится, и мы пахали, и мы бьем по этим Я и нехорошим трактор, иранцам. да. Да, я и трактор, поэтому помогите нам, пожалуйста. Нет, ну, безусловно, что это же просто феерическая история, которая разыграна, да, то есть поссориться с Ираном перед встречей с Трампом, показать, что, а вот смотрите, Европа, видите, не помогла, а мы вот бьем по Ирану. Но на самом деле, Поэтому быстрее давайте нам бабло и оружие. но на самом И как деле, там еще фабрику какую-то, то кто-то собирается строить в США в дроновую. Британии хочет построить заводик Зеленский, он об этом в интервью рассказал. Говорит, хочу заводик в Британии построить оружейный. Но и в Украине хватает подобных. Вот вы говорите бенефис, да, я имею в виду подобных заводиков, вот это, помните, мы неделю назад с вами говорили, вы так отмахнулись от Лоры, а Лора вообще как бы ньюзмейкер, какое интервью взяла, где развенчала, что Зеленский не нацист, не нюхал кокос с Макроном, прямо в лоб, А без честно. Макрона? Ну, Она спросила, уточнила? ну как смогла? Ну что вы придираетесь к человеку? Ну как смогла? И говорит, вот даже кот от вас ушел, понимаете, от вашего скептицизма. Так мы же четко узнали, что нацизма нет, никто ничего не употребляет, что она сама делится, говорит, мусульман не вижу, вышла в Киеве, погляделась, мусульман не увидела, а писюн подержала на том же заводе с тем же самым экспонатом, что и Грэм, которого сегодня хоронят. Я просто напомню, что эта встреча с Нетаньяху и с Зеленским это, это похоронная встреча. Они на похороны прилетели. Но тут вопрос, да, вы так упомянули про бенефис. Нетаньяху или Трампа? Простите, но нельзя же вот Зеленскому отказать в возможности прилететь на встречу сенатора Грэма. Вот видите, как хорошо. Это тоже, это называется большая международная встреча. А на самом деле человек прилетел на похороны. И нельзя, в общем, ему действительно отказать. Чей бенефис, Нетаньяху или Зеленского, ожидается на предпохоронных коммуникациях, как вы думаете? Вот если выбирать между Украиной, Ираном и вот этой всей историей. Слушайте, вот мы очень неправильно сконцентрируемся на этих встречах, потому что это ровно то, чего хочет президент Зеленский. Он мастер пиара. Мы уже забыли, все готовы забыть замечательный бенефис в овальном кабинете, выездное заседание квартала 95. Кстати, судя по всему, вот второго выездного заседания не будет, что-то мне подсказывает. И вообще как-то это выглядит, знаете, странно, потому что у нас Зеленский сказал, что у него 40-дневная операция по принуждению России к миру. Несомненно, она имеет очень серьезные последствия для России, для российской экономики, для российских НПЗ, и для Wildberries и для многого другого. И вот у меня сейчас приятель пишет, что в Москве бензин есть, а он поехал в Тверскую область, и там бензин у него кончился. Это к вопросу о. Но, тем не менее, мы видим, что 40 дней почти прошли, и за это время остановилась торговля в Одессе. И вот недавно я вижу, Юлиан Рёбке пишет, что вынесли все заправки на дороге, если я не ошибаюсь, между Харьковом и Днепро и еще несколькими городами. Ну, там еще трасса Кривой Рог, да, Днепропетровской области тоже, Днепр и вот эта трасса. Да, Катастрофа, и цены растут, кстати. Да, и вот я вижу как-то странно, потому что как бы все время, что мы анализируем, нас вот подкидывает все время Зеленский, вот эти новости в будущем времени. Давайте вот я сейчас 40 дней. Давайте поговорим о том, что Зеленский обещал 40 дней. Давайте поговорим об этом. Давайте поговорим об этом. А давайте поговорим, что вот Зеленский встречается с Трампом. Но Зеленский встречается с Трампом, во-первых, на похоронах, где от него просто нельзя отказаться, ну, потому что нельзя сказать человеку, вот там 7 октября можно ему было сказать «не приезжай», а на похоронах Линдси Грэма действительно нельзя сказать типа «не приезжай». Это первое. А второе, я не совсем понимаю, с чем он встречается, потому что если он просит по-прежнему Трампа закрыть небо и, как я слышу сейчас, да, прекратить воздушный обмен ударами,
то не совсем понятно, потому что Зеленский же обещал 40 дней, за 40 дней уничтожить что-то там в России, в результате чего Россия будет принуждена к миру. Если сейчас Зеленский или его окружение попросят прекратить воздушную войну, если то, значит, оказывается, эта 40-дневная операция не только не выполнена, а привела к ровно противоположному результату, потому что и выглядит все это немножечко, знаете, как хамасовщина, потому что вот это Хамас очень любит. Сначала он пуляет по Израилю, а потом, когда Израиль отвечает, он говорит, немедленно это прекратите, потому что и дальше следует большое количество. Так вот, если вы сами заявляете о 40-дневной операции против России, которая как раз состоит из воздушных налетов дроны, а потом в результате оказывается, что у вас остановлен экспорт из Одессы, в первую очередь зерна, а зерно – это 55%, если я не ошибаюсь, украинского экспорта, а цены на мировом рынке ползли вверх. И даже если Россия что-то потеряет за счет своих судов, то она все это возместит за счет цен. И вообще как-то странно получается, потому что ведь напомню, что в 2022 году не чрезвычайно невыгодно было России останавливать, не выводить из строя украинскую экономику. Но тогда было достигнуто большой ценой вот это зерновое соглашение, вот этот зерновой коридор. России это было страшно невыгодно, но Россия на это согласилась, потому что непонятно, какие бы в противном отношении последовали санкции. Тут Зеленский развязал России руки. Вообще, Экспорт из я вообще, Одессы. если честно, не пойму. Там же кричали, что голод везде будет. Прям все, бедные дети Африки. Этот раз никто ничего не кричит. Так нет, ну слушайте, голод будет, это вообще, простите, ахинея, да, даже не будем, просто даже не будем разбирать. А что касается, еще раз повторяю, там Зеленский развязал России руки своим обещанием 40-дневной кампании. России причинен некоторый ущерб. Выясняется, что Украине причинен ущерб несопоставимый, и Россия теперь имеет полное... То есть, естественно, Кремль будет говорить, простите, пожалуйста, а вы хотите как? Чтобы вы наносили удар по нашим логистическим центрам, по нашим портам, по нашим терминалам, а мы не имели права наносить удар ответный? Вы знаете, наши удары сильнее, поэтому и как бы имеют более стратегические тяжелые последствия для Украины. Поэтому мы, знаете, вы открыли эту коробку у Пандоры, мы будем продолжать. Очевидно, что если Зеленский едет срочно, спешно на похороны под предлогом похорон, вот тушкой, хоть чучелком, встречаться с Трампом и просить те же самые ПВО, которые Трамп не давал и, судя по всему, не даст, а если даст, то даст 2,5 штуки. И только за деньги европейцев. А европейцы не очень хотят покупать американское за свои деньги, они хотят за европейские деньги покупать европейское. И второе, просить, чтобы остановилась воздушная война, то, мне кажется, это какой-то очень странный результат 40-дневной операции. Зеленский что, просит остановить свою собственную операцию, получается? Получается А так. она же должна была... И мы все время, обратите внимание, каждый раз обсуждаем не то, что происходит на поле боя, и даже не то, что происходит реально в воздухе, а то, что каждый раз нам говорят новости в будущем времени, и я повторяю механизм того, как это происходит. Зеленский действительно очень хорошо понял, как одерживать победы в Фейсбуке, как одерживать победы в мире, где реальность абсолютно отделена от сферы метафизики, а человеческое восприятие, оно заточено на то, чтобы потреблять новую информацию. Как только мы видим новую информацию, она вштыривает гораздо больше, чем старая. Соответственно, под видом новой информации новостей в будущем времени, нам скармливают вот этот информационный общепит, нам скармливают этот фастфуд, гамбургер. Мозг к этому привыкает. Мозг требует все больше и больше новых доз этого наркотика. Мозг он физиологически перестраивается, в том числе человек, который все время кормится вот этой эмоционально устраивающей его информацией, он перестает воспринимать информацию другую, он всякую реальную информацию о положении вещей и всякий анализ числит по ведомству фашизма.
Он говорит, ну как вы смеете меня эмоционально унижать и оскорблять и доставлять мне психические травмы? Я хочу слышать только ту информацию, которая не доставляет мне психические травмы. Соответственно, он подсаживается на этот наркотик в силу вот этой вот особенности, что человеку все время нужно узнать, вот заглянуть за горизонт, вот что будет завтра. А ему каждый раз Зеленский говорит, что там завтра дадут томагавки, завтра дадут это, а завтра, как там, Курская область. Поменяем Курскую область на территории, как там было, во время мира будем менять Курскую область на, соответственно, украинские территории. Завтра будет лучше, завтра будет перемога. Вот сейчас я поговорю с Трампом. Ну, простите, ну, вот даже самый вопрос, ну, чего изменит разговор Зеленского с Трампом на похоронах Линдси Грэма, куда Зеленский спешно вот для этого хэппининга выехал, и зачем мы занимаемся... Ну, знаете, есть такие художники-акционисты, которые занимаются вот этими перформансами. Ну, смотрите, я вам объясню, зачем мы этим занимаемся. По одной простой как бы причине. Потому что запрос на мир колоссальный. Ну, то есть запрос есть на этот мир у людей. И можно, конечно, ну, я понимаю, о чем вы говорите, так, конечно, нельзя всех миром одним мазать, но действительно есть вот этот дофамин, новую жвачку, ее там пережевывают, забрасывают. Зеленский любит кормить всех завтрашним днем, это правда. Он конкретно и к россиянам тоже обратился, говорит, а ну-ка, давайте, сейчас после выборов в Госдуму у вас мобилизация будет. И... Ой, можно, извините, Александр, я вас просто прерву, Нет, это не могу не... я закончу мысль, Хорошо. просто смотрите. И он говорит, будет мобилизация, а украинцы, ну, такое ощущение, что им там на спину плюнули вот этими заявлениями. Потому что это, ну как же, тут у нас перетасовки, а он выходит в интервью и говорит, я это все перетасовал, военные кабинеты, правительство, чтобы единство было между Минобороны и военными, чтобы вас, украинцы, лучше ловить. А чтобы вы лучше ловились, так слушайте, у россиян 500 тысяч мобилизация будет. Ну как мы можем вас остановить, ваше людоловство? Будем ловить больше. То есть украинцы обмануты, россиянам рассказали про мобилизацию тоже, типа пугают туда, что они же видят, как в Украине. И получается, что выиграл Зеленский от этого? Время. Так вот, вот эта вот история про мобилизацию, она является абсолютно точным иллюстрацией того, что я говорила только что, потому что я не поленилась и посмотрела, сколько раз Зеленский обещал в России мобилизацию на основании твердых условий. Вот-вот, вот наши источники сказали. Значит, только лично президент Зеленский, еще раз внимание, только лично президент Зеленский обещал это уже трижды. Вот зуб даю, будет, нам рассказали. Я уже не говорю о заявлениях разных других официальных лиц, которые это тоже многократно в другие времена говорили. Вот у меня вопрос. Люди, которые это рассказывают как новость, и на этом строят серьезные аналитические выкладки, они вообще помнят, куда делись предыдущие обещания Зеленского российской мобилизации? Если говорить о конкретной ситуации, то я еще раз повторяю, что вне зависимости от того, будет в России мобилизация или нет, я считаю, что ее не будет. А если она будет колоссальной экономической и социальной и политической ошибкой Путина. Но я обращаю ваше внимание, что судя по тому, как хочет Зеленский этой мобилизации, то есть просто вот все сведения о российской готовящейся мобилизации исходят от Зеленского и его сторонников, различных европейских изданий и так далее, так далее. Судя по тому, как хочет Зеленский этой мобилизации, возникает вопрос, ну зачем же Путин будет делать того, чего хочет Зеленский? Вся стратегия России, которую мы видим, заключается в том, чтобы потихоньку истощать Украину и ждать, пока Европа переменится, не истощаясь сама. Вот второе положение, не истощаясь сама, это настолько важное положение, что будет странно, если Россия вдруг переменит всю свою стратегию. Потому что Россия действительно находится не в очень хорошем положении. Вот в соответствии с теми же самыми заветами Сунь Цзы
Россия проиграла ту войну, которая ведется до войны. Ее выиграли Соединенные Штаты. Суньцзы писал, что лучше всего выиграть войну, не начиная ее. Потом Суньцзы писал, что лучше всего война должна быть быстрой. Если уж вы затеяли войну, она должна быть быстрой. У России этого не получилось. И если уж вы затеяли войну, если она у вас не быстрая, то не уничтожайте земли противника, писал Цуньцзы, потому что вы же ими потом будете пользоваться. Это плохо, если вы их уничтожаете. У России тоже этого не получилось. У России это получалось только в начале войны в 2014 году. И, соответственно, самое плохое, говорил Суньцзы, это осаждать крепости. Вот Россия объективно сейчас занимается самым плохим видом войны, но она удерживается от последнего шага, о котором, кстати, даже Суньцзы не писал, то есть от своего собственного истощения. Нет, она не истощается, а Украина истощается. Понятно, что Зеленскому бы хотелось, чтобы Россия тоже истощалась, и в ней нарушились некоторые серьезные социальные процессы. Так вот, значит, третье заключается в том, что мы все время обсуждаем, вот опять, мы обсуждаем слова Зеленского о том, что будет ли или не будет мобилизация в Украине, хотя понятно, что эти слова не имеют никакого отношения, в России, не да. имеют никакого отношения к реальной действительности, даже если мобилизация будет, потому что они исходят из психологических и пиар-потребностей, они связаны с пиаром. И, наверное, они произнесены в том числе и потому, чтобы мы не обсуждали, тот же самый Мендичгейт, чтобы мы не обсуждали Федорова, чтобы мы не обсуждали Дропатова, вот все странные вещи, связанные с этими назначениями, и особенно слова господина Дропатова. Обратим внимание, да я имею в виду вовсе не те слова, когда он сказал, что, дескать, вот Россия 1000 лет несостоявшееся государство, что звучит довольно забавно, потому что поскольку Украина эти сотни лет была частью России, то если Россия несостоявшееся государство и вообще там никто и ничто, то как бы вот часть этого государства зачем же себя кроет такими словами? Кстати, не будем даже говорить, что родственники Дропатова живут в России. Я сейчас говорю о другом, о том, что сказал Дропатый, когда он сказал, что в Украине на Донбассе и в Луганске живут, как он выразился, переселенцы, живут халявщики, живут криминальный элемент, живут несведомые граждане, которых трудно украинизировать. Потому что как только он это сказал, то у самого разумного бы человека, того же европейского политика, если бы Европа занималась действительно какой-то разумной вещью, родился бы вопрос. Простите, пожалуйста, а вот тут вообще-то Путин предлагал закончить войну при условии, если он получит кусок остаточной Донецкой области. И Зеленский сказал, что никогда он на это не согласится, не отдаст украинских граждан. Но вот согласно его же собственному главнокомандующему, эти граждане являются недочеловеками, потому что они все равно говорят по-русски, несведомы и не украинизируются. Но мы вообще знаем большое количество режимов, в том числе недавних, сравнительно в истории Европы, которые часть своих граждан называли недочеловеками и даже предпринимали какие-то действия по их поводу. Я просто в первый раз вижу, чтобы такие режимы назывались высокоморальными, несчастными жертвами, которым надо изо всей силы помогать, потому что они являются воинами света. Раньше нам говорили про такой режим другое. И не совсем понятно, почему Европа, которая, могла бы сказать, так, вы знаете, раз они у вас недочеловеки, и Россия, недогосударство, хочет забрать себе этих недочеловеков, но, может быть, нам на этом порешаем и разойдемся? Не-не-не-не, они недочеловеки, но наше право владеть этими недочеловеками и что-то с ними потом сделать, мы будем защищать до последней капли крови тех, кого мобилизуют через ТЦК. Вы знаете, так Дропатова вспомнили. Во Львове вчера скандировали: «Федоров, Дропатый, нас не подолати». С картонками, как положено. На 31 число, на 19:00 в Киеве, в парке Шевченко, на площади Франко, да, около администрации президента, офиса президента, очередная акция. Не расходятся картонки, слушайте, не расходятся. А чего им хочется? Федорова хочется.
Ну так Зеленский даже уже предлагал Федорову какую-то, как я понимаю, там золотой парашют и какую-то утешительную должность. А Федоров хочет быть только исключительно владычицей морской. Потому что на посту министра, там, где его назначили, как я понимаю, там столько не переделишь. Просто понимаете, в чем дело? Тут же мы имеем дело уже с украинцами, которые ну, тоже так считают, как Дропатый за эти годы войны. Слишком долго идет война, с 2014 года. Слишком долго идет вот эта война открытая между Украиной и Россией, Западом и Россией. Поэтому, пожалуйста, вот оно как бы новое поколение вот этих украинцев. У них вот есть новый инструмент. Это всякие товарищи, которые подскажут, как с ошибкой или без ошибки написать чего-то на картонке. Ну и вот, пожалуйста, вот с такой Украиной, которая вот сейчас пришла, что собирается делать Путин? Я вот послушал его, ну, там, размышления, да, в честь военно-морского флота, о том, что Запад хочет там чего-то, в общем, свою часть пирога откусить от Украины. Сегодня поляки, кстати, это комментировали официально, говорят, нет, он хочет Путин поссорить союзников. Вот многое же изменилось от тех исходных данных, а Путин, получается, стоит на своей денацификации, демилитаризации и отказе от НАТО. Ну, слушайте, во-первых, цели Путина сейчас весьма ограничены. И не знаю, остановится ли он в Донецкой области, ну, после того, как займет кусок Донецкой области оставшийся, и сколько это времени еще потребуется. Но, в общем, на тех территориях, которые сейчас отошли к Российской Федерации, не наблюдается особого избытка активистов. Во-вторых, мне кажется, вы делаете большую ошибку, когда принимаете активистов за всех граждан Украины. Это меньшинство, которое очень громкое, которое делает вид, что оно большинство. Несомненно, большинство молчит. Иногда даже думает или считает, что думает так, как думает меньшинство. Ну вот подобно тому, как российские деколонизаторы, которые бегают повсюду с криком, что они хотят поражения России, и что это высокоморальная вещь. Носители, как я называю, и как мы с Павлом Щелиным назвали, антигатентотской морали. Вот подобно тому, как эти ребята, они представляют всю Россию. Или там те удивительные грузинские феминистские НКО, которые бросились защищать грузина, сломавшего нос украинки, говорившей по-русски, со словами, что, ну, поскольку она колонизаторка, то мы типа имеем право. Так вот, понятно, что эти НКО и там те 100 человек, которые вышли протестовать, с теми же самыми картонками на такой же, условно говоря, картонный Майдан. Нет, они не выражают мнение всей Грузии, потому что вся Грузия их, например, прокатила на выборах, так, на минуточку. А другое дело, что эти 100 человек, они такие громкие, и там в Украине это гораздо больше, что они, во-первых, искренне верят, что они выражают мнение своего самого народа, а во-вторых, они забивают ногами всех, кто с ними не согласен. И все оставшиеся, как правило, люди предпочитают молчать. И это главный механизм, которому обществу навязывается ложный консенсус. Потому что я все время говорю, вот каждый раз, когда я вижу в Фейсбуке или в Твиттере очередную жалобу украинского активиста в Киеве, что все вокруг него опять говорят по-русски, я думаю, так погодите, вот, может быть, вы громко жалуетесь, но, видимо, людей, которые говорят вокруг вас по-русски, гораздо больше, а почему вы ничего, а почему они ничего не говорят? Понятно почему, потому что их тут же обелетят в ТЦК. Так вот, возвращаясь к вот этим самым картонкам и к Федорову, я скажу одну очень важную вещь, что вот как раз на этом примере, на примере активистократии, мы видим, что это ничего не имеет общего с мнением народа, мы видим, что это ничего не имеет общего с реальными проблемами. Это машина, партийная машина, активистская, которая создана в основном для того, чтобы проводить вполне определенные цели деколонизаторов, но сейчас просто она экспроприирована временно Федоровым и работает на него, что называется, по частному поводу. Просто, видимо, Федоров имела отношение к созданию этой машины, она когда-то работала на Зеленского, и это очень смешно, когда мне говорят, что в стране, вот вы сказали, что в стране, в Украине есть огромный запрос на мир. Но чего-то эти же люди с картонками, они стоят не за мир, они стоят за Русарез,
Они буквально вот поднимают картоночки, они стоят за Стерненко. Соответственно, они протестуют против ТЦК. Они, самое для меня интересное, не протестовали, заметим, когда Зеленский снял Залужного, который все-таки, согласитесь, был фигура побольше Федорова, масштаба просто несравнимого масштаба. Залужный – это действительно большая историческая, по крайней мере, в рамках Украины фигура. Вот когда его сняли, во всяком случае, Алексей Арестович говорят, что тогда Залужному предлагали запустить эту машину, он сказал, я не хочу подрывать единство нации. И эта машина не была запущена. Эта машина, как мы видим, запущивается только по совершенно конкретным поводам. Она была запущена в 2019 году, чтобы заставить Зеленского изменить своим предвыборным обещаниям. Она была запущена, когда Зеленский решил подчинить себе НАБУ, и сейчас она запущена по очень частному поводу, ровно потому что она существует, ее решили использовать в частных целях. И именно то, что ее используют по такому, на самом деле, ничтожному поводу, Федоров, наверное, неплохой министр технически, но он совершенно явно не спаситель нации, и его конфликт с Зеленским носит, во-первых, политический характер. Зеленский его опасается как потенциального соперника, а во-вторых, видимо, частично коммерческий характер, кто будет сидеть на внешнем общаке. Соответственно, мне трудно себе представить, чтобы настоящие патриоты Украины очень сильно по этому поводу парились. Так а в чем, что такое настоящий патриот Украины? Вот мне Это кажется, вот смотрите, мне тут сложно себе ответить на этот вопрос давайте сейчас. порассуждаем. Смотрите, Но я о мне другом, кажется, о том, что... подождите, мне кажется, что вот это то, что вот вы удачно описали с моей подачи, да, вот это вот картонки, меньшинство и так далее. У нас изначально, и вы правильную рамку в самом начале задали, что типа с 91-го года это все пошло. Идеологически получилось так, что у нас Украина – это карпатская пленница. Вот оттуда, где-то там, создано было нечто приемлемое, святое, верование в украинский патриотизм, который вот такой правильный. Там же как, Коновальца сейчас процедуры проходят, экстрадиция, эксгумация, перезахоронение. Вот. А еще двоих вот этих бандеровцев из СС Галичина перезахоронили. Но они там калибром поменьше были, нормально. Это новость одной строкой, но тем не менее. Может, проблема вся в том, что почему-то так получилось, что идеология вот этой, не будем... Вот со склонов Карпат, давайте так выразимся, не буду я там точечно, там Франковск, Львов, там, она как бы воцарилась над всей Украиной, и в этом-то и проблема. Потому что сейчас же с чем ты сталкиваешься? Я уже там приводил этот рассказ в каком-то эфире. Вот недавно Драгобыч сидят, выпивают в этих, в беседках. Западная Украина. Сидят, включили русскую музыку, все пьяные, все взрослые, это не дети какие-то, это даже не какие-то вот этот молодняк, которые в Польше подрались, да, там пара побила, поругались в магазине, поляки побили эту пару, ужас, что, конечно, было, те попросили отсветить, и вот они, получается, понажирались, простите за бедность речи, и давай выяснять. Она говорит, женщины там из Донбасса говорят, так у нас вот 2 воюют в семье, а те говорят, так и у нас воюют в семье. Она говорит, так я приехала, квартиру купила, говорит, так а я тут родилась. И конфликт получился вот на этой почве. А если бы не было вот этой заразы, вот этой укушенности, вот этой идеологии, не было бы карпатского плена, тогда бы и нормально бы они сели, там никто не подрался, все них вроде как растащили, там этих женщин, эти все мужчины, но претензия была, что там ты приехала ко мне, я тут родилась, а ты не такую музыку слушаешь. Хотя и у тех гибнут, умирают мужики на фронте, и вот такая вот история. Так проблема получается в идеологии. Именно проблема в идеологии. У меня все время вопрос, вот та женщина, у которой воюет, та русскоязычная женщина, которая воюет, у которой сыновья умирают на фронте, они за что умирают? Чтобы ее внуки не имели права говорить по-русски?
чтобы их главнокомандующий называл их криминальным элементом и переселенцами, которые не поддаются, несведомыми, которые не поддаются украинизации. То есть вот это самое страшное и самое обидное. Но это та вещь, которую мы имеем в результате раскола исторической России, в результате, ну, сначала того, что создал Ленин Советский Союз, а потом еще и потому, что он по перфокарте, по точкам отрыва развалился благодаря Ельцину. Причем я сейчас с удивлением вижу, что даже многие демократы об этом предупреждали. Я, например, с удивлением набрела на выступление Анатолия Собчака, где он так и говорил, что вы понимаете, какой силой вы бомбу подкладываете, которая кончится войной, если вы вот этот вот коммунистическую местечковость и местечковый портком соединяете с галичанской идеологией. Вы понимаете, чем это кончится, чем это грозит России, чем это грозит большой России? И да, в этом-то, собственно, это, собственно, и есть главная причина этой войны. Потому что это начиналось сначала как ручеек. Это казалось совершенно незначительным облачком. Ну, хорошо, кто-то промаршировал там в поддержку Waffen-СС. Но мало ли где, кто по какой Голландии марширует в поддержку Waffen-СС. Но дальше оказалось, что эти люди, которые, с одной стороны, имеют крайне левые взгляды и пытаются идентифицировать себя как жертв, смыкаются с людьми, которые имеют крайне правые взгляды и которые являются наследниками реально абсолютно людей, которые творили преступления во время Второй мировой войны. Дальше выясняется, что вместо того, чтобы поставить... наследники должны отвечать за деяния своих отцов, дедов? Никто не должен отвечать за деяния своих отцов за одним исключительным случаем, когда ты сам говоришь, что ты являешься его наследником. Вот как бы немцы не отвечают за то, что сделал Гитлер, но, естественно, если бы в власти у Германии сейчас были люди, которые очень радовались тому, что сделал Гитлер, и пытались бы продолжать, то, соответственно, они сами принимают за это на себя юридическую ответственность. А даже выясняется самое страшное, что есть территория, которая является бенефициаром экспансии Российской империи на Запад, и без которой Российская империя не существовала, и которая не существовала бы в таком виде без Российской империи. А вдруг на этой территории, при всем многообразии ее существующего, чем многообразнее культура, на самом деле, тем лучше. Это всегда большой подарок, если у тебя есть и Афины, и Спарта, и Фива. Если у тебя есть и Мюнстер, и, соответственно, Берлин, и Гамбург, и Мюнхен. Это просто замечательно, когда у тебя всего много. А вдруг у тебя встают совершенно только одни люди, которые провозглашают абсолютно хамасовский проект «Галичина от реки и до моря». Или, как говорит Алексей Арестович, землянку УПА пытаются натянуть на всю Украину. И говорят, что вот все, что не входит в наш проект, это все колонизаторы, это все мы должны уничтожить в ходе культурной революции. Является сердцем Украины только то, что соответствует нашему проекту. И дальше оказывается, что все выдающиеся деятели Российской империи, потом СССР, которые родились в Украине, от Безбородка и Паскевича до, между прочим, Хрущева и Брежнева, и Подгорного, и Семичастного, все они то ли национал-предатели, то ли должны быть изъяты из истории. Все великие художники, все великие литераторы, от Ахматовой до Бабеля, соответственно, до Булгакова, они должны быть изъяты, их памятники должны быть уничтожены, потому что они то ли национал-предатели, то ли вообще русня. И оказывается, что в новый национальный пантеон входит только один вид героев. И это ровно те самые герои, которые были союзниками нацистов и которые помогли уничтожить на территории Украины 1,5 миллиона евреев и уничтожили 100 тысяч поляков во время Волынской резни. И самое поразительное для меня, что сейчас мы видим, что в Европе никто не видит никакого противоречия, и не то, что его не замечает,
а делает вид, что эти люди, которые являются действительно носителями абсолютно нацистской идеологии, они-то и являются очень прогрессивными, потому что Украина всегда была жертвой. Вот это то, что я очень рекомендую нашим слушателям наш последний эфир с Павлом Щелиным, который мы так и назвали «Аморальный императив», что вот в рамках этой новой антигатентотской морали, как я ее называю, очень важно идентифицировать себя с жертвой, и тогда жертва получает право на все, ей все позволено, и ей все должны. А в то время как на самом деле это просто старый добрый нацизм, только немножечко переупакованный. И, конечно, в такой ситуации оказывается, что война будет продолжаться вечно, пока эта проблема не будет решена. И, конечно, в такой ситуации, вот вы правильно задали вопрос, а кто же такой украинский патриот? Потому что если украинский патриот – это человек, который идет по стопам Безбородка, Хрущева, Брежнева, Подгорного, Семичастного, Паскевича и так далее, то он не украинский патриот, он русский патриот. А если это человек, который идет по стопам Бандеры и Шухевича, то, простите, я бы не хотела использовать слово патриотизм в этом контексте. Юлия, сейчас тиражируют слова, которые, ну, там они частично вырезаны из контекста, это как в полушутку, в полу каком-то таком, ой, ну, с оттенком юмора было сказано Путиным, что слишком уж увлеклись СВО в России. Ну уж очень увлеклись. Вот закончится СВО, что делать будем, чем заниматься, да? Ну так, близко к тексту. Мне очень стыдно, а перескажите ближе к тексту, потому что я не видела этих Вот слов, СВО и, соответственно, мне Послушайте, нехорошо комментировать то, что ты не... Да. Вот СВО закончилось, чем мы будем заниматься? То есть мы теперь настолько вот этим всем увлеклись, улыбаясь, общаясь с военными, говорит Путин. И это, причем это было позавчера, но это достали и сейчас активно раскручивают. С какой целью понять несложно, но, ну, типа, понятно, что вот Россия увлеклась СВО или нет. Как бы вы оценили? Не знаю, поскольку я не видела контекста, в котором это произнесено, мы знаем, как очень часто фразы вырезаются из контекста, и фразы, которые, ну вот буквально почти ничего не значат, человек их просто сказал, да, они переворачиваются. Я бы... Путин неоднократно... я могу сказать общее, что я вижу. Я вижу, что Путин собирается заканчивать войну только на своих условиях. Он эти условия озвучил в Анкоридже, это было Донбасс. Теперь это, очевидно, Донбасс плюс, потому что, соответственно, те территории, с которых Путин был готов уйти, он не уйдет. Я много раз говорила, что там, с точки зрения России эта война является абсолютной трагедией, потому что воюют два куска исторической России. И каждый раз, когда на воздух взлетает тот или другой дом, то вне зависимости от того, с какой стороны он находится, этот дом находится в исторической России. Но если воюют Спарта и Фивы, то все, кого они убивают, это эллины. Но если речь идет о том, что поскольку Запад поддерживает именно этот проект «Галичина от реки и до моря» и собирается сделать из Украины антироссию, то очевидно, что в таком случае российское правительство должно быть заинтересовано в том, чтобы будущая граница между русским и украинским языком проходила как можно западнее, потому что, во-первых, это возвращает России исторические территории, которыми она овладела, а во-вторых, да, создает плацдарм для будущей войны, возможно, для будущего наступления. Сейчас очень часто войны происходят в несколько этапов, и для России, когда Россия ведет войну на истощение, очень важно ослабить Украину как можно больше. Это очень тяжело, это очень неприятно, это очень страшно. Я не думаю, кстати говоря, что это Путину какое-то удовольствие приносит и вообще людям в Кремле. Но это жесточайшая логика войны. Собственно, по той же самой логике для Украины тоже очень важно сейчас вынести те же самые Валдберес, те же самые НПЗ и так далее, потому что, ну, снявши голову, по волосам не плачут.
Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса и перейдем к вашим вопросам. Вопросов очень много, огромное количество. Значит, может ли Трамп закончить войну в Украине? Вот как распределились голоса. 12% да, но не пришел момент. 17% нет, пока есть один из Владимиров. Это невозможно сделать. 33% да, может, но не хочет. И 38% нет, не может, ведь это не его война. Ну, помните, он выходил, говорил, это не моя война, это война Байдена. Ну, вот так разделилось мнение людей по поводу этого. Закончит, не закончит, хочет, не хочет, может или нет. Вообще, конечно, стыдно. Стыдно. Должно быть где-то там на небесах нашим предкам, что русские и украинцы не могут без... Россияне-украинцы. Русские и украинцы не могут без каких-то там американских щей каким-то образом, ну, сесть за стол и каким-то образом договориться. Уже бы давно договорились. Ну, наверное, потому что не совсем элиты, там, украинские, да, не совсем элиты, получается, русские. И тут я не беру как бы вот общее название россияне, да, нет, я здесь именно конкретно русский и украинец воюют. Я просто хочу сказать, что воюют россияне и украинцы, с одной стороны, или русские и русские. Вот понимаете, в чем трагедия? Трагедия в том, что договориться не могут. Вот в чем трагедия. Понимаете? То есть можно Нет. хорошенько... Когда у сторон противоположные интересы, во всяком случае у Галичины, и тем более Европа, которая поддерживает противоположные интересы, и когда у главного стратегического тех самых Соединенных Штатов, которые являются все-таки до сих пор более или менее монополистом, хотя эта монополия разрушается. Так вот, именно в ходе разрушения этой монополии Соединенные Штаты заинтересованы, что типа, если я не могу править всем миром, то хотя бы буферные зоны, в которых я раньше властвовал, должны превращаться в место хаоса. И ровно это и происходит. И просто я бы хотела вернуться, потому что буквально одно слово, так, когда вы сказали, а вот что значит те или иные слова Путина, то есть ответ очень простой. Я не знаю, что значит те или иные слова Путина, но я знаю, что Путин в течение последних 4 лет демонстрировал абсолютно стратегическое упорство, которое заключается в том, что он будет истощать Украину, не истощая саму Россию. И ждать момента, когда, во-первых, перевернется Европа, потому что Америка в значительной степени уже перевернулась. Не в том смысле, что она отказалась от теоретической поддержки этой войны, а в том смысле, что она ушла, ну, как бы от прямой ответственности. Извините, я тут... Да, и, соответственно, вот это его стратегия, которая, вот как она с 22 года пошла, так она существует и сейчас. Все, точка. Мы в прямом эфире, Униан. Это, кстати, к нашему разговору, допустим, кто что имел в виду, русский, украинец. Униан, Wall Street Journal. Ну, там, смотрите, я, кстати, в шоке. Да? Вот это один и тот же материал. Я вижу 4 интерпретации того, что написано. Ну, вот от украинских СМИ. Трамп спросил у Усика, чем отличаются украинцы и россияне. И тот указал на голову и сердце. Ой, ну и там, что встреча прошла в Белом Давайте доме. не будем комментировать слова Порчес, выдающегося философа, филолога и вообще нового Аристотеля наших дней господина Усика. Посмотрите, вы посмеетесь еще, потому что президентом станет, Юлия. Ну что вы в самом деле? Вполне. В нынешних условиях буду удивлена, если кто-то вроде Усика не станет следующим президентом. Да, наоборот. На голову и сердце. У меня, у нас... Но может еще кого-то круче найдут. У нас говорят, у нас указывали на голову и задницу, но не в контексте русских украинцев, ну так, сравнивали, да, у него голова, сердце, все вот так вот. Ладненько, значит, Усик, конечно, может, и украинские СМИ, и Wall Street Journal тоже. Перейдем к вашим вопросам, уважаемые зрители. Если возможно, режим Блиц, ну, в общем, ну, как пойдет.
Попробуем, по крайней мере. Значит, здравствуйте, Василий, Одесса. Юлия Леонидовна, хочу вас спросить вот о чем. В начале 22 года, когда началась война в Украине, многие российские оппозиционеры стали всецело поддерживать Украину, соответственно, критиковать российскую власть. Но по прошествию времени некоторые из них пересмотрели свою точку зрения, а те, кто даже, некоторые покаялись. А что бы ко мне никто не говорил, я не верю, что ранее оппозиционеры не сидели на западных грантах. Более того, были и такие, которые частенько посещали американское посольство. Вопрос, вам не кажется, что бывшие критики российской власти, которые типа осознали все и покаялись, на самом деле получили новое задание от своих западных хозяев, а именно вести пропаганду, оправдывающую СВО, то есть пропаганду продолжения братоубийственной войны, которая обескровливает не только Украину, но и Россию тоже. Ведь удобно, и плюшки продолжают получать, и вроде как, если Россия победит в этом противостоянии с Западом, можно сказать, что мы же покаялись, мы же за наших. Это что, про меня, что ли? То есть, типа того, что я поменяла свое мнение, но на самом деле это грязное задание ЦРУ. То есть я все-таки не с Симонян работаю, а на ЦРУ по-прежнему. Я так понимаю, по логике этого товарища. Какая прелесть. Слушайте, если можно без вот этих конспирологий, потому что это уже даже невозможно комментировать. А что касается российской оппозиции, во-первых, я не считаю, что есть оппозиция, есть активисты. Я даже их теперь предлагаю нежно называть парвусята. Потому что это чрезвычайно редко в явлении истории человечества наблюдается, когда люди не просто требуют прекратить войну, а когда они желают поражения своему миру, своему отечеству, своему народу. Потому что, понятно, можно ужасаться трагедии обеих сторон, если ты воспринимаешь обе стороны, как я, как части одного и того же народа, но очень странно, с одной стороны, соглашаться с философией Галичины от реки до моря, согласно которой украинцы существуют, а русня – это генетические рабы, и это что-то совершенно отдельное. И по этой причине желать поражения, соответственно, своим, Тогда у тебя действительно мир делится на своих и чужих, но и тогда ты своим желаешь поражения, а чужим желаешь победы. Это я и называю антигатентотской моралью, потому что я напоминаю, что гатентотская мораль – это когда у меня корова сдохла – это плохо, у соседа я корову украл – это хорошо, у меня корову украли – это плохо. Есть общечеловеческая, которая считает, что процесс кражи коровы – это вообще нехорошая вещь, или, скажем, война – это трагедия, вне зависимости от того, кто с какой стороны. А вот есть эта антигатентотская мораль. У меня корову украли – это хорошо, я корову украл – это ужасно, я агрессор, меня надо судить, надо меня самоубийца об стенку. Извините, это важный вопрос, поэтому, во-первых, я хочу сказать, что я не совсем понимаю, каким образом те люди, которые всегда нас учили в России, что Родина – это не жопа президента, вдруг обнаружили, что высокие гуманитарные ценности – это жопа USAID. И как-то так туда впилились. Во-вторых, я, конечно, не думаю, что это исключительно только из-за грантов. Я бы назвала 3 причины. Во-вторых, я бы хотела сказать, что на самом деле в этом смысле я считаю, что Кремлю просто повезло, потому что если бы действительно продолжалась антивоенная пропаганда в том виде, в котором, если бы российские активисты занимались антивоенной пропагандой в том виде, в котором, например, ей занимались американцы, которые были против войны во Вьетнаме, и которые говорили, наши мальчики, за что они воюют, надо домой, чего они там потеряли, то, конечно, сейчас их бы слова очень резонировали со значительным количеством представителей людей внутри России, они бы пользовались весом. А когда они реально ведут себя как представители Юденрата, которые объясняют, почему Рашку надо порезать на части, то, соответственно, просто я считаю, это абсолютно царский подарок Путину был сделан. Петр, третье... Юлия, давайте емче, хочется больше вопросов вам задать. Емче. Это важный вопрос. Значит, третье, по поводу того, почему это делается. Есть 3 причины. Причина первая, действительно, гранты. Причем не просто гранты, а люди живут в этом мире.
А причина вторая – это люди, у которых очень когнитивно упрощенные. То есть у них должны быть плохие и хорошие, и они не воспринимают жизнь в смысле того, что у них атрофировалась в силу их инфантильности восприятие сложности жизни. Именно поэтому они являются лузерами, потому что когнитивно упрощенные люди никогда не выигрывают. И им хочется психологического оправдания своим лузерством. А третье заключается... Я в шоке с вас. Когнитивно упрощенные люди. Да, так в том-то и дело, Саш. Парадокс заключается в том, что те люди, которые говорили, что их задача – это думать и осмыслять действительность, они оказались как раз гораздо более когнитивно упрощенные по сравнению, там, условно говоря, с зрителем Первого канала, который смотрел, что происходит на Донбассе, и говорил, ну так это, да, что, нехорошо, что русский язык запрещают. И третье, важнейшее, у них же, понимаете, рухнула вся картина мира. С 91 года они считали, что в Европе существует рай, и что рано или поздно они в этот рай придут. Для этого нужно только разделять гуманитарные ценности и быть высокоморальными чистыми людьми. Вдруг оказалось, что рая нет, и их в Европу не берут. Да, значит, все. Как обычно, у нас сложно идет ответы на вопросы. Лаконичнее, пожалуйста. Все, хорошо, очень вас прошу. Ну, просто люди старались, писали, им интересно. А мы как бы... Вот. Петр. Все накинулись на Токаева за его предложение заморозки СВО. Я не пойму, а разве батька, Лукашенко имеется в виду, что, не то же самое задвигает Путину каждый раз? А что ты за правду так кинулись? Токаев такой. Одни говорят, как он его порвал, другие говорят, что он блеющим языком там что-то говорил. Слушайте, это понятное дело, надо все заканчивать. Но важно ведь не что, а как было сказано. Ну, так вот то же самое, Путин то же самое сказал. И это опять та же самая вот медийная перемога, когда хватаются за любую фразу и пытаются из нее высосать то, что все за мир. Просто вопрос, на каких условиях. Что касается Токаева, я думаю, что он в значительной степени аккуратно озвучивал не то, что мнение китайского руководства, а пытался китайскому руководству понравиться. Пошли дальше. Спросите у Юлии, знает ли она ответ на вопрос, почему правительство России не дает добро закупить китайские ПВО или просто косит под глупенькую девчушку? Такой вопрос. Ну, я сама же эту тему и подняла, когда я просто выпала в осадок, потому что мне друзья говорили, ну вот мы бы защитили свою хренотень, которая у них там есть, а можно закупать только сертифицированное ПВО, сертифицированное ПВО, естественно, российское. Честно говоря, мне кажется, что, учитывая то, что жареный петух в жопу клюнул, очень, может быть, скоро ситуация реально изменится. Просто надо было раньше, до того, как он не клевал. Угу. Лена Востроилова, вопрос. Через победу определяется мир. Что тогда мир без победы? Те, кто отказываются от победы, получается, уступают ее, ибо подозревают, что что-то пошло не так и почувствовали, что отказались ради лжи, получается, от самих себя? Вот такой философский вопрос. Слушайте, это вопрос слишком философский для меня. Единственное, что я могу сказать, причем тоже вслед за Павлом Щелиным, что когда люди постоянно говорят о мире, но при этом после этого ставят запятую и говорят «но», это там, мир стал некой абсолютной ценностью, которую можно написать на любой холстине и прикрыть ей все, что угодно. Но на самом деле самое главное следует за «но». И понятно, что если Зеленский мог бы заключить мир, отдав тот самый кусок Донбасса, где, как мы теперь знаем, живут несведомые граждане, криминальный элемент и вообще халявщики, не поддающиеся украинизации. Олег, добрый день, Александр, Юлия Леонидовна. Как известно, во время войн научно-технический прогресс движется ускоренными темпами. Юлия Леонидовна, с вашей точки зрения, каким будет следующий технологический уклад войны в Украине? Ну, я думаю, что вот мы недавно видели китайских солдат, которые собака наступает впереди, вот это вот самое с автоматом, а люди ее поддерживают сзади, оказывают огневую поддержку. Ну, вот это, наверное, и будет, но плюс не забываем, что
Второй важнейший этап – это, ну, например, те же самые кабы, о которых не так часто говорят, а между тем российские кабы дешевые и очень мощные сейчас как раз оказывают огромное влияние на линию фронта. Добрый день, Алексей пишет. В последнее время появилось много спекуляций на тему Анкориджа. России нужно останавливаться по ЛБС, и за это она получит многомиллиардные плюшки от США. В связи с этим возникает вопрос. В случае остановки признает ли Украина и Европа потерю Крыма, Луганска, Донецка, иначе санкции не снимут и замороженные деньги не отдадут? С уважением. Это старая хотелка Европы, которая заключается в том, что война замораживается по линии боевого соприкосновения. После этого, во-первых, в Украину вводятся европейские войска, во-вторых, Россия остается под всеми санкциями, то есть это такой Минск-2, и, соответственно, ну, ждут очередного случая загнать Россию в угол и там ответный удар назвать агрессией. А Путин давно это раскусил, но, собственно, трудно было это не раскусить после Минска и многих других историй. И, соответственно, это главная причина, по которой нет мира, потому что Путин говорит, нет, вот сначала давайте договоримся, на каких условиях мы миримся, не замораживаем конфликт, чтобы Россия потеряла все преимущества от войны, которую она ведет, и не получила от этого ничего. А сначала мы договариваемся, что вы признаете, какие санкции вы снимаете, а потом мы останавливаем войну. Это ключевая разница. И вот, собственно, каждый раз поэтому, когда вы видите очередного европейского политика, который говорит, я так за мир, давайте остановим войну по ЛБС, помните, что он не просто врет, он врет сознательно, потому что он знает, что это невыполнимое условие и невыполнимая хотелка, которая никогда не будет выполнена. Это вот как раз тот самый случай. Знаете, как человек, как девушка заходит в магазин, чтобы купить себе платье, а ей продавец говорит, ну, слушайте, это платье такое дорогое, оно вам не по карману. Вот формально он говорит, не покупайте, а на самом деле, конечно, он на нее психологически воздействует, чтобы она сказала, да как это не по карману, да я сейчас разорюсь, но куплю. Вот когда европейский политик говорит, давайте ради мира заморозим войну по линии боевого соприкосновения, знаете, что он действует как тот продавец, который прекрасно знает, что он говорит ровно, что его слова имеют ровно противоположное значение. Так, Руслан, здравствуйте, Александр, Юлия. Украинские элиты воруют как не в себя. Все, естественно, все вывозят, инвестируют на Запад, а не получится так, как было с россиянами. После смены власти Европа найдет повод и все наворованное хапнет. Или же здесь все будет не так, что в этом деле элиты Европы и Украины в одной обоими по-настоящему. Нет, я думаю, что строй России и Украины после конца этой войны будет очень существенно различаться, потому что Россия будет соблюдать суверенитет не от хорошей жизни, а в том числе там российские элиты с удовольствием бы все вывезли на Запад, но больше не берут. И, соответственно, у них не останется никакого другого варианта, кроме как быть патриотичными, отстаивать суверенность, как об этом говорит Мельниченко, и вкладывать все в саму Россию, потому что, ну или отчасти в саму Россию, потому что у них появится понимание, что без этого верхнего этажа суверенности у них просто жопу оторвут. А что касается украинских элит, то я думаю, что с Украиной будет происходить, грубо говоря, ровно то же самое, что с Африкой. То есть, когда у вас есть в стране западная власть, которая осуществляется посредством НКО и активистов, которые, во-первых, когнитивно упрощенные люди, а во-вторых, ни за что не отвечают, то у вас и происходит ровно эта самая ситуация. У вас есть страна, в которой Европа заинтересована, чтобы она была инструментом против России. У вас есть страна, в которой Европа, ну, там будет осуществляться план антимаршала. Да, там будет осуществляться ровно то, что происходит в Африке, когда у вас НКО распределяют деньги, когда все остальные деньги убегают из страны, когда в стране ничего нельзя восстановить, потому что все раскрали, но при этом, поскольку вы жертва и вам все должны,
то вот как, я уже цитировала эту замечательную фразу африканцев, а почему на слона белые дают 200, а на африканца дают 20? Вот активисты будут спрашивать то же самое. В стране, где верх активист, да, и в стране, где верх Хамас, невозможен нормальный бизнес. Мгм. Так, ну тут таких много, еще таких, не то что антисемитских, а таких вопросов. Да, А, ради бога. Значит, Роман. Юлия Леонидовна, вы известный историко-религиозный расследователь. Насколько угрожают жизни... Исследователь. Я не Исследователь, ну, наверное. исследователь. Читаю, как написано. Насколько угрожают жизни автора попытки осветить все стороны деятельности Хабада? Например, расквасить в пух и прах антисемитов, которые утверждают, что Бен Лазар, на нем ничего хорошего сказать не получится, как не пытаться. Человек, который прожил в Нью-Йорке, видный деятель Хаббат, потом поймали его на плохом и успел сбежать из Нью-Йорка, и по сей день он там находится в розыске. Сбежал в Россию для того, чтобы курировать деятельно с фамилией по папе Эпштейн-Ценовер, по маме Шаломов Путина. Ну, это цитата. Или вы не пытались... У нас Путин хабатник, да, или как? Расследовать деятельность Хаббат. Слушайте, я не знала, что Путин хабатник. Я думала, что он рептилоид, да. А мой интерес к истории религии, как христианства, так и монотеизма, кончается, ну, где-то Эфесским собором. Так что, тем более, что вот то, что пишет уважаемый автор, да, оно имеет отношение к планете Нибиру, к рептилоидам и прочее. Нет, почти Хаббат это вполне себе организация. Нет, Хаббат – это вполне себе организация. Более того, как это я не понимаю… масоны какие-нибудь. Нет, это не масоны какие-нибудь. Но я, вы знаете, реально про хаббатников, во-первых, действительно ничего не знаю, во-вторых, реально не интересуюсь. Как я уже сказала, мой интерес к истории монотеизма, что христианского, что иудаистического, но кончается примерно в иудаизме литературой Хекалота Меркава, а, как я уже сказала, в христианстве Эфесским собором. Угу, поехали, вопросы из чата. Вопрос. Путин сказал Пашиняну, что надо провести... Вот на вопрос того, как, значит, как изучали, как Талмуд приписывает изучать видение Иезекииля, я могу вам ответить. Да, но это будет в следующей программе. Путин сказал Пашиняну, надо провести референдум по вопросу вступления в ЕС. Как вы думаете, проведет или нет? Слушайте, с Пашиняном случилась очень забавная история, которую мало кто заметил, потому что, ну вот, чтобы человека так нагло кинула Европа, я давно не видела, если честно. Потому что, ну как, ну он их всех привозил, там привозил Зеленского. Зеленский использовал это как место, откуда вот он, значит, что нам сказал? Разрешаю проводить парад. А европейцы не пообещали Пашиняну абсолютно ничего, ну, тем более физической защиты в случае войны. А после этого Россия сказала, ну, если вы хотите в Европу, то идите, но, пожалуйста, только без нашего рынка. После этого что там, разрешили Армении рыбу поставлять в Европу? Ну вот, понимаете, это же на самом деле, вот это квинтэссенция современного ЕС. А это, как говорит замечательно Белковский, некомпетентность, коррумпированность, абсолютная недальновидность, инфантильность. И эти люди реально, вот у них, простите, батарейка Варта закрывается в Германии, Да. у них влетел очередной исламист в толпу, и дальше, во-первых, оказалось, что этого исламиста, который убежал уже в Ливан, специально привезли обратно, выпустили там под залог или за недоказанностью, или за истечением, я не помню, обязали посещать, чтобы он реформировался, курсы политического перевоспитания. Я, надо сказать, это был единственный момент, когда я это услышала, я даже почувствовала сочувствие к бедному человеку, потому что если бы меня послали на эти курсы перевоспитания, я бы, конечно, в толпу не въезжала, но просто вот вся бы кипела. И потом, когда это произошло, встают люди, встают геи, которые пострадали, и говорят, что во всем виноваты белые маскулинные нацисты, во всем, как жаль, что нельзя во всем обвинить белых, а канцлер Мерц говорит, мы должны помнить не только о терактах,
Ну и о шутках против ЛГБТ, приравнивая реально, вот просто реально приравнивая в своих выступлениях эти шутки против ЛГБТ к терактам. Вот эти люди нам запрещают ковыряться в носу. Вот эти люди до сих пор, когда у них, простите, то есть мы наблюдаем исторический крах великого континента, который ведь те ценности, которые, с моей точки зрения, должна отстаивать Россия, это и есть настоящие европейские ценности. То есть это ценности Кортеса, простите, и ценности Наполеона, и ценности Бисмарка. Так вот, и вот эти люди до сих пор считают, что они так хороши, что просто за возможность прикоснуться к их мощам, ну, Пашинян должен втравить народ вот в это. Мгм. Вопрос Юлии от Александра. Что вы думаете о том, что дух Анкориджа это просто про новый многополярный мир, а война Россия-Украина только пункт один в нем? Спасибо. Конечно, я об этом и говорила, что на самом деле, когда Трамп прилетал в Анкоридж, это была стратегическая операция по отсечению союзников от Китая. Сначала должна была быть Россия отсечена, потом Венесуэла, потом Иран. Как мы видим, с Россией не получилось, с Венесуэлой получилось, с Ираном совсем нехорошо получилось. Вопрос. Зачем Зеленский запрещает и ограничивает русский язык? Как это связано в борьбе с Россией? США в борьбе за независимость Британии не боролись же против английского языка? Он что, болен? Сергей. Спасибо Сергею за тот самый пример, который я приводила, потому что я многократно говорила, что когда нам деколонизаторы говорят, что колонии всегда освобождаются от языка, это полное вранье. Латинская Америка как говорил на испанском, так и говорит. И когда Соединенные Штаты в 776-м восстали против колониальной метрополии, то никто из них не перешел на алgonquinский. А если бы перешел на алgonquinский, то произошло бы две вещи. Во-первых, Вашингтон, Гамильтон, Адамс и все американские отцы-основатели посмотрели бы, повертели бы руками у виска и сказали, тогда мы с королем Георгом, потому что вот то, что вы творите, это запредельно. А во-вторых, Соединенных Штатов современных бы не существовало, потому что та чрезвычайная деградация мысли, которая произошла бы, если вы переходите на язык, который, мягко говоря, не так семантически одарен, как существовавший к тому времени английский, и отказываетесь как от колониального наследия, от всего сокровища, от всех сокровищ, от Гоббса до Лока, которые на нем уже существуют, то вы себя обрекаете на цивилизационную ничтожность. Саша, спросите, пожалуйста, Иран долбанет по Украине? Сегодня с Трампом Зеленский обсуждать эту угрозу будут. Мария. Вот вы как думаете? Слушайте, легко обсуждать угрозу, которая у Ирана, мне кажется, есть масса других проблем, но я думаю, что Зеленский просто мечтал бы, чтобы что-то такое иранское прилетело, потому что мы это обсуждали в самом начале. Это дало бы повод сказать, и мы пахали. Мы тут с вами союзники, мы тут вдвоем подвергаемся нападению от Ирана. Дайте мне, пожалуйста, денег побольше. Так нет патриотов. Сегодня новость прошла о том, что истощились запасы, поэтому у Америки у самой не хватает для своих целей. Поэтому, ребята, поэтому оно и летело на этот иранский несчастный корабль. Видимо, да. Друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на нашем прямом эфире. Юлия, благодарю за время и мысли. Как? И мы не поговорили о древней Спарте? Но зато когнитивно упрощенные люди, это выражение сделало наш сегодняшний эфир. Многие спрашивают, как кота зовут, которого вы всячески... Как это? Как ТЦКшник уклониста втягиваете, как в бусик в наш эфир. Значит, этот кот галстука, я вот в начале был кот Одиссей. Они очень похожие, но вот кот Одиссей – это не в честь Нолана. Да, нажмите на стоп, на паузу и сравните разницу в начале эфира, в конце. Не забудьте поставить лайк, подписаться. Всем большое спасибо. Добра и света. Увидимся. Чтобы этот кот, знаете, этот кот очень хорошо живет. И вообще, посмотрите, похоже ли, что этот кот голодает? Как это? Чтоб я так жил. Вы все прелести кота не показывайте. Увидимся обязательно в следующем.